Зорька-богатырь. И обязательно досматривайте это видео до конца, ставьте лайки, делитесь этим видео. Все началось с того, что жила пара, Да. такая достаточно зрелая, Мгм. король и королева, высокопоставленные чиновники. Ну, управляющие. Управленцы, они же ну, как бы невысокопоставленные. Кто их ставил? Ну, народ, наверное. Ну, будем думать, да. Предположим. Предположим. В этом королевстве все хорошо, в их жизни тоже все хорошо. Можно жить еще десятки, сотни лет в таком же положении. Мгм. Вообще все замечательно, но единственное, не хватает ребенка. И Мгм. почему-то частенько мы такую замечаем тенденцию, что в таких успешных парах, особенно в королевских, во всех сказках нет детей, и с этого все начинается. Как бы Ну, все беды с этого начинаются. Или приключения. приключения. Ну, опять-таки, выбор за тобой. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Но на самом деле, да, очень распространенный мотив, где сказки начинаются с того, что нет детей, что нужно что-то предпринять. Вообще, если смотреть, о чем это, ну, та же самая Рампунцель, нет детей, сходи за горошком, принеси мне горошек, и будет ребеночек. Также очень классная норвежская сказка «Рваный чепчик». Прям вообще огонь. Мы ее не разбирали, даже не знаю почему. Ну, вот, видимо, следующее. Да, поэтому там тоже история начинается про то, что у короля и королевы нету детей. То есть у управляющей системы, управляющая структура. А что такое ребенок? Это плод. Не плодоносит. Все. То есть Мгм. творчество, да, плоды эта система уже не приносит. Вот так вот. А по идее должна приносить. Ну, Любой как бы, союз двух, да? Что-то, какие-то плоды должны быть. конечно. Ну, это же не обязательно дети. И обычно, да, если вот так вот посмотреть, обычно, когда пары перестают плодоносить, детей-то Мгм. отплодоносили, а дальше уже таких творческих моментов не происходит. Ну, то есть уже дети выросли, ну и живем вместе, и живем. Для чего живем, зачем живем? А вот По инерции. да, вот обычно у такого уже союза нету что-то общего. А когда что-то общее находят, тогда начинается интересная жизнь. Да, то есть, опять же, подходим к тому, это не обязательно дети, то Не есть все что угодно. обязательно. Это может быть книга, это может быть, там, я не знаю, новый вид спорта, это может быть путешествие, да, это может быть что-то еще. Это все, Супер. что хочется. И вот король решил Мгм. с этим побороться Мгм. и отправил своих гонцов к знахарю. И мне Мгм. больше всего интересует не сам процесс, как они пошли туда, что-то спросили. Меня интересует, почему именно такой странный процесс добытия ребенка, то есть построить мосты, где болото, беседки. Сначала, да, ты начал с знахаря и уже рассказываешь секрет. Уже рассказываешь секрет того, как. Да, делись. Да, то есть вопрос, почему к знахарю, да? А знахарь — это тот, кто, ну там прям в сказке сказано, которого знал еще мой дед. То есть это есть какая-то энергия, которая находится очередной раз где-то в лесу, да, и которая достаточно древняя, мужская, то есть такая целительская энергия, которая все знает. И этот знахарь предлагает решение, как построить мосты, где? На топях да болотах. Мгм. Да, что такое топи и болото? Ну, во-первых, там, где энергия застойная, Угу. болото, Да, такая она никуда не течет, ничего не происходит, в общем, стоит Мгм. себе и перегнивает. да. И там нужно составить мосты и беседки. То есть какую-то движуху начать делать. Начать делать движение, а мост что еще? Какая еще Символ перехода, так понимаю, от одного к части к другой, какую перехода? А еще смена уровня может быть. может быть смена уровня, совершенно верно. А еще может быть соединение двух берегов. Да, А, один берег соединяется с другим. И мост — это соединяющее, то, что связь, да, налаживание связи между одним пространством и другим пространством. Как иголочка с ниточкой сшивает, также и мосты и земли соединяет. Мгм. Да, то есть на болотах. Болото — это место, где затапливаемое, да, то есть это где невозможно устоять. На них строят нечто, на чем можно стоять. Мало того, что стоять, еще и переходить. А еще Мгм. беседки, где можно отдохнуть. То есть выйти из состояния для того, чтобы родился ребенок, нужно состроить то, что было затоплено, и выстроить беседки, то есть где-то нужно отдохнуть и расслабиться. А еще, наверное, я бы добавил сюда разогнать то, что застоялось. Раз там строят мосты, какая-то идет текучесть энергии, наверное, по этому пространству. Следующее условие — это надо было под мостом посидеть и послушать, что скажут первые попавшиеся в ночью. Мгм. И первые попавшиеся сказали:
надо связать шелковый невод. А кто эти были первые попавшиеся? Бедняки, местные жители. Нищие. Ну да, Нищие. То есть вот нищие. смотри, очень интересно, когда выстраиваются мосты, появляются нищие. И царь, да, под мостом, под чем-то начинает их слушать. Мгм. И очень часто в сказках есть такая история, когда появляется нищий, появляется разворот. То есть нищий — это та часть, которая уже обнищала, с той частью, которой царь не взаимодействовал, которую не слышал. А здесь говорит то, что нужно услышать. И как только он начинает слышать эти части, которые были раньше в тени, начинается что? Рассказывать План действий. план действий. И опять же, тут получается сказка «Услышь себя». Услышать те свои части, которые ты не слышала ранее. Тогда ты будешь плодоносить. Реально в этой сказке вот прям инструкция, как начать творить. И как еще дальше пройти то, чтобы не только творить, но еще твое творение приносило в дальнейшем хороший результат. И вот он услышал свою часть, Мгм. части. Они ему сказали секрет, как это сделать. Мгм. Шелковый невод, щука. Щуку надо выловить, приготовить и дать съесть королеве. Мгм. Ну, тут тоже, наверное, какой-то есть символ шелковый невод. Щука. Помимо шелкового невода в болоте было некое чистое озеро. Они же не из болота щуку-то ловили, Ну да, а из чистого с озера. чистого озера. Мгм. Такая символика, что есть живое место, где чистое, тонкое. В символ-драме есть даже такой образ «Окно на болоте». И вот это вот самая чистейшая вода находится там. И там находится рыба-щука, да, то есть встреча со своей самостью, Мгм. которая такая и плодоносящая, и агрессивная. То есть, да, рыба — символика такая самости. А щука, она материнская. Да? Агрессивно еще. Еще агрессивная, да, то есть ей надо напитаться Ну, то есть для того, съесть. чтобы плодоносить. А почему шелковый невод? Ну вот что такое шелковый? Шелковая сеть там Тонкая очень. Тонкая, крепкая. тонкая, но крепкая, да, то есть ты должен с ней что сделать? Связаться, да, ты ее поймать, с ней связь Мгм. тонкую, но крепкую. То есть у тебя с этой энергией должна быть тонкая, крепкая связь. Появляются плоды, и не один плод, а сразу 3. Каждый ребенок рождается в определенный час. Мгм. И зорька, да, заря, рождается самое первое. Что самое первое рождается? Тело рождается. Да, тело. Дальше что рождается? Вечерка. Вечерка рождается не разум, а чувство. Чувство, да, то есть сначала ребенок знакомится со своим телом. В Мгм. дальнейшем ребенок знакомится со своими чувствами. Поэтому чувства ближе к бессознательному, да, к темному времени суток, нежели к дневному. А дальше рождается разум. Разум ближе к ночи. Это речь идет об одном человеке, который должен собрать все свои 3 качества. Да, это не значит, что ребенок рождается, и у него нет чувств, а то сейчас подумают. Это значит, что он их осознавать начинает. Мгм. Осознавать чуть позже, да, разум осознавать чуть позже. Все эти навыки, но все это он начинает развивать в мере своего роста. Но сначала первое, чем овладевает, это тело. Тело оказалось самое сильное у Зорьки. Там Конечно. покрытое серебром до колен, там звезда, Ноги звезды. ноги в золоте, ноги по колено в золоте, руки в серебре. Мгм. Звезда на лбу, Полумесяц. полумесяц во лбу, звезды на висках. А почему ноги вдруг в золоте? Собственно, это такой символ не только физической силы, но еще стойкости, Вечности. вечности. Вечности, духовности, но оно никогда не Мгм. разрушается. Ну, в целом, да. Да, и ноги почему? Потому что Соприкасается. движение, оно вечно. Это так, интересно. Ну, движение, оно вечно, несмотря ни на что. То есть твои ноги, пока тебя куда-то несет, жизнь, она полна приключений. Мгм. А руки в серебре. Серебро тоже благородный металл. Мгм. Бывает, в других сказках есть интерпретация наоборот. Ноги в серебре, руки по локоть в золоте. Ну что, для чего нужны кисти? Кисти, чтобы творить, преобразовывать этот мир, Делать. делать. Ну да. Делать. Ноги тебя подводят, а руками ты делаешь. Есть такое высказывание, что у Бога есть только твои руки. Да, ну абсолютно верно. Мгм. И руки идут из сердца, из другого места.
Но они приводят туда, куда хотят. Месяц ясный. Во лбу. Разум ясный, наверное. Ну, Что-то его идет, инстинкт какой-то, ясновидение. ясновидение. Ясновидение — это не те экстрасенсорные способности, о которых могут сейчас подумать На там канале, наши который мы видели, да? могут подумать наши зрители. А ясновидение — это ситуацию видеть, да, ясно. Незамутненным взглядом, получается. Нет, не так, как она есть. Мгм. Не так, как ты придумал себе, как чаще всего бывает, или изобразил, а видеть ясно так, как она есть, без своих таких каких-то эмоциональных историй, эмоциональных взглядов. Потому что если ты видишь ясно ситуацию, ты можешь сделать то, что тебе нужно, и прийти туда, куда нужно. То есть найти решение. И вот они такие красивые красавцы родились, Мгм. 3 штуки. Мгм. И начали всех дубасить. И начали всех дубасить, да. Да еще такие сильные, что, как говорит повествование сказки, если он за руку схватит, то рука вон. Оторвется. Да. То есть настолько сильные, что они даже не контролировали свою силу. Да, у меня вот сыновья сегодня так вот не контролировали свою силу, вот дубасили друг друга. То есть, получается, сила есть, ум надо только найти где-то, да? Сила есть, а применить ее я не знаю как. И когда я не знаю, я начинаю все ломать, разрушать. В жизни бывает таким образом раскладывается, что у меня знаний много. Вот сходила я на тренинг, получила много знаний, и теперь пришла домой. А вот тебе надо так, а вот тебе надо так. Потому что, по сути, я не знаю, где применить мне эти знания, кроме того, как тренироваться на близких, на кошках. И в итоге разрушаются отношения. Мужу-то это не надо. А он-то, получается, первый в списке, кто на ком тренируется. Собственно, она их и завела туда. Потому что даже царю начали жаловаться, королю, Да. что смири своих этих богатырей, а то они уже там, сколько они поубивали там народа. И сейчас свою силу куда применить. Вот видишь, вот здесь вот очень классная история, что царь, он в контакте с народом. Да, вот это вот во внутренней структуре, как это твои, то, что правит внутри тебя, она в контакте со всеми твоими другими частями, слышит. И здесь ему помогает следующий персонаж, который приходит. Какой-то человек, я уже не помню, как его зовут. В общем, он сказал то, что есть Индийский султан. у которого 3 дочери, Мгм. которых он берег, чтобы они не выходили в сад, которым дали прогуляться в саду, в Яблоне. В Яблоневом? По-моему, в Яблоневом Нет, саду. нет, нет. Ну, А в опять-таки, каком? может, мы разные версии с тобой читали. Потому что там они просились, прочитали в книге про белый свет и зеленый сад. Точно. Вот, и попросили султана туда выйти прогуляться. Это что же интересно? Белый свет в зеленый сад. А были они в башне. А в башне они были заточены От того, чтобы... от красного солнца и буйных ветров. Я просто эту Точно, сказку да. уже 100-500 раз читала. Да, я подумал не от парней, да, там были другие какие-то. Нет, не от парней. Там именно было от солнца. Красное солнце — это агрессивный аспект отца. Буйные ветры — это тоже такая агрессия отцовская. И вот здесь вот такой башня, очень классный символ, показывает, что отец их защищает. Даже от своих каких-то агрессивных порывов он их защищает, томя в башне. Вообще это очень частая тоже, опять-таки, очень частая история. То есть они сидят в защищенном пространстве, а потом за ними приходят. Но здесь они сами вышли в белый свет, зеленый сад. И белый свет это можно проинтерпретировать как в сознание. То есть они захотели выйти из башни в осознанность, в какое-то пространство, где их будут видеть и где есть жизнь, зеленый сад. А и унес их дракон. 12 голов, по-моему. Змей, 12-головый змей. Вот здесь вот тоже очень интересный момент, потому что здесь у богатырей появляется цель. То есть А куда цель идти? приходит, вот интересно, да, откуда приходят цели к людям? Извне обычно. Извне. Вот снова нужно просто на это посмотреть, что цель приходит извне. Да, там ты посмотрел там машину, а я такую же хочу. Да, дальше вопрос, что надо Дальше сделать, вопрос, да? что надо сделать, да, или там, а я тоже хочу там 100 миллионов просмотров на Ютубе. Я тоже хочу. Не, ну вот да, ты увидел, что вот, а я также хочу. Мгм. То есть вот она цель, и главное это не отрицать. А есть люди, которые отрицают, они я должен сам, я должен сам, я должен сам. Невзирая тогда- на то, какие символы и знаки подает ему, да? Да, и тогда они, ну, как бы не в контакте с этим миром. То есть, да, опять-таки люди, которые что-то изобретают, они в контакте с миром, и, допустим, я хочу изобрести свет. Ну, вот есть лампочка, а я, может, что-то другое могу. И начинают что-то изобретать. Но Целиком самое, полностью. самое классное в этом месте, что царь-батюшка от них ничего не ожидает. Он говорит, ну, хоть
походят, Мир силу посмотрит, да. свою, да, силу свою так попробуют, ну, приучат ее, приучат свою силу, Войдут в контакт с ней, да. войдут с ней в контакт, да. И они начали смотреть снаряжение, которое бы дали. Ну, и, во-первых, деньгами их снабдили. Мгм. Зорьки 1 кошелек, вечерки 2, а полуночки, получается, все золото, всю казну. Это тоже Мгм. интересный расклад. Что это зорьки 1 кошелечек? Ну, наверное, потому что они видят в нем потенциал, и он сам себе может добыть, если ему надо будет. Ну, смотри, телу много денег надо. Но, наверное, нет. Мгм. Чувствам много денег надо. Но есть чувства, которые удовлетворение чувств хочется, Да. да? И для этого уже нужно побольше. А разуму? Ну, разуму все остальное. А для чего? Ну, как мне кажется, надо творить разумом. Средства для того, чтобы преобразовать. Энергия для преобразования. Да. Да. Разум получает весь результат. И далее они идут опять к этому знахарю в лес. А почему им не подходит вот этот вот инструмент, гнется? Чё вдруг-то? А, по-моему, они слишком сильны для него. То есть не по ним. Не по ним слишком сильно. Вот о чем это можно говорить? Царские мечи, то, что является для отцом его инструментом, не может особо быть инструментом для сына. Для сына нужно что-то другое, что-то большее, что-то лучшее. То, что он, наверное, сам себе найдет, Да. как правило. Конечно, и это самый лучший путь. Но знахарь подскажет. То есть внутри есть сила рода, знающая, которая всегда подскажет, Где искать. где искать, да. Все подходит прям по ним. И кони, и мечи, вся Мгм. снаряга. Мгм. И они такие довольные вылезают из этого подземелья, Мгм. выезжают даже. Мгм. Доезжают до некоторого моста по колено человеческих Мгм. костей. Мгм. А еще что много осталось здесь? Основы какой-то, может. Основу, Ну, опыта. то, что не пригодилось, видимо, да? Зорька все контролирует. Ну, То есть он... тело всегда все контролирует. Вот смотри, тут тоже очень интересный момент. Если бы разум да, если бы полуночка и вечерка не уснули бы, смогло бы ли тело пройти, да, смог бы Зорька пройти бы дальше. Ведь в жизни очень часто бывает как? Глаза боятся, а руки делают. Ну, на автомате тело делает, да. Да, то есть там ты уже, разум уже на пределе, ты уже на пределе, больше не могу, а тело делает. Угу. Или ты подходишь к какой-то задаче, страшно, да я боюсь, да, вот это. Но начинаешь там крупинки собирать, ой, а дело сделано. И другой процесс. Угу. Ну вот оно так. И здесь точно так же. Иногда нужно разуму и чувствам заснуть. И просто тупо делать. Тупо бороться с 3 головами змеи, с 9 головами змеи, с 12 головами змеи. Просто взять и делать. И ни о чем не думать. Ни о чем не думать. И тогда приходишь к результату. Он же приходит к результату. Они же приходят к результату в Да, дальнейшем. 3 змеи, превращение, белый полинин, баба да. Яга. Баба Яга. Да, и в конечном итоге там очень Плюс много колодец, в который у них превращается каждый символ. колодец, да, и снова знахарь их спасает, выручает. И в конечном итоге они женятся на султанских дочерях. То есть в конечном итоге они приходят к К той цели, той цели, которая которая... сначала заложена. Да, и получается такой, да, симбиоз внешнего и внутреннего. И как хитро, кстати, они белого полинина обхитрили в конце. Да, Переоделись слугами. но А сначала он почему их... же так вот... Вот мне непонятен вопрос тогда. Почему они так перехитрили, когда они могли просто, как говорится, ворваться и перемочить там всех? Ну, а кто такой белый полинин? Тогда начинаем с этого. Ну, наверное, какой-то тоже посол. Не знаю, Что кто. это за такая фигура интересная? Белый полинин. Ведь про него Очень тоже... честный, наверное, какой-то человек Ну с виду. как он честный человек, когда он там их в итоге запирает? Но он их обманул. Да, обманывает, запирает. Но тот человек, который кажется, наверное, честным, он же еще султану там, как говорится, в уши напел. Ну да, что он спас. Ну, то есть это та часть, та энергия, которая выдает себя за другого. Угу. То есть вроде я белый, я хороший, но поступки у меня не очень. А на самом деле седой и лохматый, да? Да, ну мужская энергия, которая вот таким образом. Вот знаешь, что такое вот в жизни? Есть же попадаются люди, ой, такой хороший, такой вот, а в итоге тебя подставят первого. Мгм.
Да, Ну, то есть есть такое. разные есть. Ты с разными энергиями сталкиваешься, с разными людьми сталкиваешься. И нужно понимать, что и отсюда должен быть выход. Да вообще сказки нас учат о том, чтобы видеть такие символы и знаки, потому что, ну, сходу явно Кого, далеко непонятно. кого сказки видеть лучше Да или вообще по цель? жизни, вот на основе своей жизни какие-то цели, какие-то угрозы. Когда ты начинаешь размышлять, не просто читать, просто а размышлять, да, над сказками, а почему так, а почему это, когда ты начинаешь сопоставлять какие-то вещи, одни, вторые, когда ты начинаешь видеть в сказках определенные сюжеты, определенные действия и сопоставлять их с жизнью, ты начинаешь расти, и тогда, ну, твоя жизнь начинает творить сама, ты сам творишь свою жизнь. А если ты сидишь на попе ровно, ну, ничем тебе сказки не помогут. Почему детям читают сказки? Потому что у детей достаточно чистое сознание. У них нет еще того жизненного опыта, который есть у взрослых. И через сказки у них закладываются новые нейронные сети, то есть им встраиваются различные опыты. И когда ребенок сталкивается с той или иной задачей, код тоже заложен. Как действовать, да, в той или иной ситуации. Конечно. Да, а заметь то, что в 90-е годы, да, вот это 90-е, 2000-е сказок стало все меньше и меньше. И в русскую культуру пришло достаточно много разных мультфильмов. Но туда и время поменялось. Время поменялось, да, но сказки утерялись в какой-то момент, утерялась классическая литература, утерялась. Да мне даже кажется, про них и забыли совсем. Как бы, знаешь, у сказок есть: я не буду читать там «Красную шапочку», потому что волк съел девочку. Ну, там же заложен обряд целый, в сказках заложена культура. Есть вообще сказки такие очень сильные, архаические. Прям в них только животная история заложена, а есть, наоборот, уже много-много действий. Это в основном европейские сказки. Такой вопрос. А как вот неподготовленному человеку хотя бы увидеть хоть какой-то обряд в сказке, например? Не знаю. Ответ Просто, прост: не знаю, как просто стараться увидеть, неподготовленному. да, и все. Как неподготовленному человеку, ну, хотя бы просто интересоваться какими-то процессами. Почему именно так, да? Ну, начинать складывать, да, в жизни одно происходит за другим. Вот я сегодня совершенно случайно увидела то, что мальчишки мои дерутся, и вот это вот их свою силу сильную применяют друг на друге. Знаешь, думаю, о, как интересно. А вот это сюжет из сказки. Как раз про А богатырей. ведь это, да, а ведь это, ну, это нормальный жизненный процесс. В сказках заложены сцены из жизни. Они же на чем сказки? Они на чем? На опыте строились. И почему бы этот опыт не брать и встраивать в свою жизнь? Но этот опыт очень концентрированно закодирован там. Моя любимая сказка «Баба Яга и ягодки», там каждое слово на своем месте, и в каждом слове есть определенная символика. Сказка маленькая. Символов хреново туча. Ну, символов Как, много. как и в этой сказке тоже абсолютно. А здесь, да, ну вот каждое действие, вот так вот ты получишь, сможешь плодоносить, вот так вот твои плоды будут распространяться, вот так вот твои плоды будут соединяться с творчеством другим, то есть создастся союзы. Белый Полянин его попросил отпустить, и вроде бы как он свою кандидатуру выдал за друзей, ему поверили. Почему Зорька отрубил ему бороду и забрал себе, а не оставил в дубе, который надвое расколот? Вот смотри, И что такое борода, во-первых? вот да, вот начнем. А что такое борода? Ну, судя по сказке, она была даже длинная борода. А что это такое борода? Но это то, что растет у мужчины на лице. Да, То, что, ну а что символизирует длинная борода? ну, если в египетские какие-то моменты, то это символ власти, Мгм. мудрости, показывает то, что ты мужчина. Ну, а еще показывают, сколько лет. То есть, чем длиннее борода, тем длиннее как минимум возраст. И тогда для чего срубают бороду? И это у него на лице. То есть на лице написано, что он мудрый, что у него Ага. много прожитых лет, да? А на самом деле он А просто на хитрый самом деле, балбес, да? да, да. То есть они обрубают вот это вот. А головы в сказках для чего рубят? Чтоб меньше думал, Да, именно так. а больше действовал. Ум. Ум и слова. Мгм. Я ну, как были тренинги, когда играла где-то в каких-то тренингах, и там в таких сказочных формах действительно проходили вот эти вот инициации. Инициации, проживание сказок. Интересно? А какая роль у женщин в этой сказке? Ну, посмотри, да, всегда идет женская и мужская энергия. Женская это всегда внутри себя сваривает что-то, а мужская всегда что-то снаружи.
Вот мужчина пришел в дом, да, принес что-то, да, принес там, или грусть, или печаль, рассказал женщине, она говорит, ну, дорогой, покушай, все пройдет, все хорошо, милый. И все, мужчина встал на следующее утро и пошел дальше подвиги совершать. Мгм. Женщине не надо для этого идти подвиги совершать, то есть это не по ее природе. Хотя есть и женский путь, и мужской путь. Очень есть и сказки, где совершается женский путь. Ну, та же самая любимый Андерсон «Снежная королева». Смотри, если бы чисто гипотетически Зорька бы оказалась в этой студии, какой бы ты мне один вопрос единственный спросила? Мгм. Чисто гипотетически, Ну, допустим, вот здесь вот появился Зорька, главный герой этой сказки. какой бы я ему задала вопрос, ну, кстати, интересное такое. А ты бы какой вопрос задал? Как получить такую же силу и научиться ей управлять? То, что мне понравилась такая сила, это я тоже хочу так же. Но научиться этим владеть. Ты знаешь, я бы, наверное, спросила о том, что как быть верному своему пути. Ну, то Несмотря ни есть, на что, да? да, вот даже если ты попадаешь в плен, даже если что-то происходит, быть верному своему пути. А получается, сама фигура белого пылинина — это же фигура Трикстера, да? Человек, который действует как бы из-под тишка, но в той же сказке «Кот в сапогах» тоже, он же обманом там всех проходил все испытания. Но И видишь, пылинин тоже получается такой же. здесь разница в том, что кот в сапогах проходил испытание хитростью, но он для кого? Для своего хозяина. Для своего хозяина, а здесь-то он для себя. То есть это какая-то такая часть жадная, которая приводящаяся для себя. Мгм. Хотя при этом он белый. А какой бы вы задали вопрос? И какому герою сказки вам бы захотелось задать вопрос? Просто порассуждать, поразмышлять над этим. Какому герою сказки хотелось бы задать вопрос? Спасибо, что были на этом канале. Да, мы делимся с вами своим опытом.